привет! Это канал Crazy Colors Custom Paint из Монреаля, СССР. Мы находимся в культовом месте Монреаля возле Апельсина. Это место, в котором собираются байкеры, любители стритрейсинга, любители раритетных автомобилей. В общем, все те, кому нравятся красивые, быстрые, мощные тачки, те, кто любит автомобили. Сегодня мы вам представляем новый проект Grow Your Dream Auto, или «Тачка твоей мечты». Это проект, в котором мы будем находить интересные автомобили и пытаться подарить им вторую жизнь. У нас уже есть на примете для нашего первого выпуска очень интересный автомобиль. Я думаю, что это именно тот автомобиль, с которого нужно было начать в Северной Америке. Можно сказать, народный автомобиль. В принципе, это звание он не раз получал. А что это за автомобиль, вы узнаете немного позже. Утром позвонил Вова, сказал, что нашел интересную тачку в Point Clair. Наш вариант из-под дедушки. Небольшой пробег, свежий год. Дедуля куда-то переезжает в другую провинцию, хочет продать машину за недорого. И есть возможность вообще забрать ее, я думаю, там за очень-очень дешево. Есть небольшие проблемы, сейчас поедем посмотрим, но, по крайней мере, это реально первая тачка, которую я решил реально поехать посмотреть, потому что по картинкам и по описанию она должна быть реально живой. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Короче, что он говорит? В общем, ключи в машине. Держи. Ключи в машине. Он говорит, что он не знает, вообще заводится она или не заводится. Колеса, естественно, спущены. Ключи есть. По этому поводу меня все подожди заводить. По этому поводу у меня есть вопрос. Есть ли у нас насос? Есть. Так, ну что, вот такой вот у нас автомобиль. Как ты думаешь, у него работает прикуриватель? Ну, вообще должен. Думаешь, у него есть прикуриватель? Есть, потому что под лобовым стеклом лежат сигареты. Вот, видимо, раритетные. Вот они. Раритетные сигареты марки Карелия, между прочим. Или Капелия. А лопата держит тормоза его? Ну, пока нет. Нет стояночного тормоза, не обманывай. Обычные тормоза есть. Ну, уже прекрасно. Такой вопрос, нам надо сейчас на нем прокатиться. Кто поедет? Ну, хорошо, давай я попробую. Щетки, походу, у него все-таки не работают. По-моему, у него ничего не работает, кроме движка. Понять, что гремит в подвеске, невозможно, потому что гремит Все. глушитель, да, все немного гремит. И опять же, насколько ровно работает мотор, тоже непонятно, потому что он работает очень громко. Но он плавает вообще, обороты плавают? Ну нет. Вот. Тормоза вроде как есть. Вроде как. Но они немного странно работают, как бы на сухом асфальте включается АБС. Возможно, они слегка закисли. Я думаю, что они слегка закисли, судя по колесам. Окей, ладно, давай посмотрим на что чек. Он 750 просит за тебя. Нет, он просит 700, во-первых. Да. Во-вторых, я думаю, что разговор нам начинать не так, а
Скажи ему, что, значит, вот мы посчитали, можем показать на машине. Да. Там, фара, лямбда, зонда, ошибка, вот она здесь. А какая вторая ошибка? Обороты. Ну, это, скорее всего, расходомер гонит. Но это не точно, опять-таки. Надо смотреть. Ну, по мотору ровно все. Масло не льется, он работает ровно. Его там нет. Его там нет, да. Ну, хорошо, давай еще раз просто посмотрим на него. Он пишет, что у него обороты выше, чем надо. То есть, типа, high RPM. Давай просто заведем и посмотрим, какие у него обороты. Потому что, может быть, это чисто... Это глюк. То есть, обороты-то в норме, а пишет, что она глючит. Ну, Я поехала. там же нет стояночного корпуса. Она больше не заводится. В каком смысле? Я не могу. Ну, я нажимаю на нее, а ничего не происходит. А можно? Как не сломал новую машину. Ну, идея какая? В общем, чувак отдает эту тачку за $300. Брать ее, не брать. Я, конечно, сейчас некрасиво поступлю, но, Вов, это как бы типа, ты решай давай. Ну, а что я решаю? Во-первых, у нас же все пополам. Ну, по $150, да. Да, вот. Ну, в принципе, не жалко за нее. Мы ее в любом случае можем взять, чтобы на ней потренироваться. Ну, вот так себе тренировочный материал. Пам-пам-пам. Ну, до завтра тогда надо с ним. Чем, либо оставлять залог за нее, либо просто до завтра ее оставлять. Просто сказать, что мы завтра едем. Да. Во сколько? Ну, в обед. Купят, не купят. Ну, не купят. Нет, Я думаю, что не купят. Нет. Что? Вова купил машину. Счастливый обладатель нового автомобиля. Забрали мы этот Ford, все переоформили. Сейчас он поедет в гараж наших друзей. Сейчас повесим номера. Да. И посмотрим, какую нам сделают эстимацию и вообще, что мы купили и на что мы с этой машиной попадаем. Вова, скажи мне, пожалуйста, у тебя те же ощущения сейчас, как были при покупке первого твоего автомобиля в твоей жизни? Он стоил примерно столько же, наверное, как этот, да? То есть на русские деньги мы его купили за 15 тысяч рублей. Ну да, нет. Тогда, конечно, это было восторг. Неописуемый. Неописуемый, да. А сейчас у тебя описуемый восторг? Восторг, новые эмоции, а сейчас я просто рад. Так, сейчас Олег поменяет масло. Не поменяет. Дольет немного масла. Вот. И мы отправимся в первый путь. Так. 5.20 написано. Масло, которое нам дали 5 литров. Я думаю, что это не страшно. Сюда можно влить уже даже подсолнечное масло. Золотая семечка. Он все равно поедет. Кстати, ты знаешь, не так уж там все печально. Упс. Все, машина обслужена. Да, масло мы поменяли. С учетом того, что его там не было на этом движке, можно сказать, что мы его поменяли. Все лить не буду, потому что я не знаю, сколько тут у него надо. Ты знаешь, как бывает, да, масло на минимуме, 200 грамм дольешь, и все, у тебя максимум уже. Будет дымить. Я разлился. Так что, если вдруг у тебя повалит дым... Нет, когда у тебя повалит дым из-под капота, не пугайся, это горит масло, которое я разлил. Да, сейчас мы поедем в гараж к ребятам. Если она доедет, в чем я тоже сомневаюсь. Ну, поедет за Вовой. Сейчас попробуем ее докатить. Качество меняет все. Ford Focus. Надежен. Создан для жизни. Значит, Вова сказал, что ехать на этой машине это большой стресс. Вот я сейчас еду за ним, он уже 90 км в час наваливает по хайвею. И я предполагаю, какие он испытывает чувства, потому что он не отвечает сейчас ни на какую связь. Хотел спросить, чувствует ли он себя успешным человеком в данный момент в этом автомобиле, но на что я понял, что он испытывает только большой стресс.
потому что у него очень странно болтается заднее колесо, то есть у него явно там нарушен сход-развал, его болтает вправо-лево по всей полосе. Но я очень надеюсь, что у него работают тормоза. Да, и линия не сгнила, и в тот момент, когда ему нужно будет остановиться с сотки, он нажмет на педаль тормоза, и она у него не окажется в полу. Сладкие вина, фреш апельсина. Как же красиво Рустам ведет машину. Некогда думать, дымит резина. Наш секси-символ за рулем красив-то. Вытекает быстро, пристегни ремни, мы поедем быстро. Руки у руля, фокуса Форда. Все мои приколы слушают тебя. Прокати меня, надави на газ. Будь настойчив прямо здесь и прямо сейчас. Это пиздец. Владимир, Да. ну ваши ощущения? Охренительные. Ты когда начал танцевать в машине, я реально думал, что ты сейчас уберешься с дороги, потому что у тебя жопа прыгала так, как будто у тебя 4 кроликов там сношаются в багажнике. Нет, но, может быть, со стороны это смотрится странно, но как раз за счет того, что, видимо, амортизаторы подубиты, она едет очень мягко. Ага. Да, ты реально плыл по дороге. Да, так. Но за тобой ехать было страшно, потому что периодически что-то отваливалось от нее сзади. Да, я не Но видел. вполне возможно, это просто была там многовековая грязь, которая Ну, это сохранилась прекрасно. с позапрошлой зимы. Машина Да. обслужена, почищена, тест-драйв произведен. Я считаю, что... Обслужена. Ну, сейчас посмотрим, как наши друзья из Максель Гараж посмотрят эту машину и примем уже решение, мы придаем ей жизнь или она все-таки отправляется на свалку. Надо делать глушитель, надо смазывать, чистить тормоза. Ну, посмотри, что с фонарем. Надо посмотреть проводку. Как минимум обмотать И подкрасить. жгут, чтобы он не попал. Ну да, и покрасим сами, да. Все. Ну, давайте опускать, считать. Покрасить в зеленый цвет и Мгм. в траву, чтобы никто не нашел. Ну, новый глушак. Ну да. Ну, потише, да. Стал работать. Но не Prius, да. Ни разу не Prius. Вова впервые попал на автосвалку. Приехали мы за передним бампером для нашего проектного Форда. Вот как это все дело выглядит, если кто не был на автосвалках. Ну, это как это свалка, это по-русски это разборка. Сделаем рекламу бесплатную. Kenny U-Pull. Разборка, да, это вообще американская сеть, по-моему, в 1927 что ли году ее основали в Чикаго братья. И потом она плавно-плавно перетекла уже, дотекла и до Канады. И сейчас вот мы находимся в Kenny U-Pull Ле-Прери. Это где-то 10-15 километров от Монреаля на юг. И пойдем искать сейчас наш Форд. Их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 8 машин стоит. На одной из них должен быть наш бампер. Вова там жалуется, мы решили поиграть в догонялки. А он, видимо, в силу возраста уже не может быстро бежать по льду. Ну как ты там? Ползешь? Мы нашли машину в цвет, решили срезать не по центральной улице, а вот таким образом. Аккуратно, здесь у кого-то крыло торчит. Удалось найти машину даже в цвет. Но так как Вова хочет его полностью перекрасить, мы просто сейчас с него снимем бампер и перекрасим в другой цвет. Все оказалось не так дешево, как планировалось. Значит, 170 баксов. Да, 170 баксов, но Вова нашел почти новый компрессор кондиционера. За 40. За $45, да? Что-то? Да. Ну, там под полтинник он вышел, мы его дружно
скрутили, но он прям реально, он еще в масле прям аж даже, видимо, его поменяли и буквально там через... Да, Вова, что же у тебя за машина такая трясучая? Это не машина, это же дороги тебе. Ты в Монреале, нормально. На дорогах тает лед, но асфальта никто не найдет. Мы забудем обо всем и за новой покрышкой пойдем. Кто же так асфальт кладет? Крайне снова никто не найдет. Каждый год бывает так, когда кончится этот бардак. На дорогах тает лед, но асфальта никто не найдет. Мы забудем обо всем и за новой покрышкой пойдем. Кто же так асфальт кладет? Крайне... Усталые, но довольные. Дети возвращались из школы. Со свалки. Но мы доехали, да. Вова довез свой спорткар до хайвея, чтобы можно было хоть как-то не трясти камеру. Потому что стабилизатор я, естественно, опять забыл. В другой машине. Причем я забыл, в какой из машин я забыл стабилизатор. Надо искать. На самом деле никаких особых сложностей ты не встретил. Ну, компрессор мы вообще смахнули за 5 минут. Ну, потому что он был практически новый. Да, и все открутилось. Вова. Могли бы просто положить его в машину рядом. Зачем прикручивать новый компрессор на старую машину? С бампером мы навозились. Сейчас мы снимали этот бампер передний, да, там оказалось куча скрытых болтов. Ну, у кого-то был ограниченный набор инструментов просто. Ну да, у меня. Я взял ящик пустой. Почти пустой ящик. Поехал на свалку откручивать детали. Сейчас мы едем в гараж. И на сегодня, наверное, все. Все вымазались грязные. Поэтому продолжим, наверное, уже завтра или послезавтра. Уж надо взять один день отдыха. Ну что, друзья, вот и настал тот день, когда мы наконец доделали Ford, закончили наш проект. Сейчас скоро подъедет Олег, он его еще не видел, вы его увидите вместе с ним. Было сделано очень много, машина теперь по техничке полностью исправна. Новая выхлопная система, новые тросики ручника, заменен компрессор кондиционера, заправлен кондиционер, установлены туманки, ну и еще много-много всего по мелочам. Машина сейчас технически полностью исправна. Ну а по внешке вы увидите ее буквально через несколько минут. Так что ждем. Ну вот он подъезжает на крутой тачке. Вылезай! Сейчас, у меня для тебя есть небольшой сюрприз. Выходи. У меня будет дочь? Снимай очки. Закрывай. Готов к сюрпризу? Да, я всегда готов. Закрывай глаза и иди прямо на мой голос. А можно так? подглядывать? Нет. Так. Нормально. Поворачивайся. Ё-моё. Вау. А что голубой? Ну это круто, да. Ого, привет. Давно не виделись. Обалденно. Вот это да. Слушай, это, конечно, крутая подборка цвета, ничего не скажешь. Вова, ты красавчик. Сейчас нужно сделать такую вставку, знаешь, как было и как стало, да? Ну, конечно. Короче, машина полностью исправна. Готова к продаже, да? Вот. Значит, новая выхлопная система. Новые колеса. Фары. Новые фары колеса. Мы с тобой вместе, кстати, замутили, по-моему, да? Фара одна, да. Одна. Значит, дальше. Идем дальше. Новые тросики ручника. Установлены противотуманки. Иди вперед. Сейчас мы... Так. Ford Focus.
Это было сделано в палатке. На даче, да? Ну, практически да. На свежем воздухе, в палатке. Это Монтана. Это Монтана. Круто. Очень круто. Ты слышишь, как двигатель шепчет? То есть ты его даже продавать теперь не хочешь, да? Тут Вова понял, что машину оставить. Ну почему? В ощущении динамики и комфорта ему нет равных. Ну что, поехали на первый тест-драйв нашего Форда. Сейчас поснимаем его немножко. Посмотрим, как это выглядит на дороге. Поехали. I'm pulling up in the woo, I'm pulling up in the woo, woo. I'm pulling up in the oh yeah, I'm pulling up in the A, I'm pulling up in the woo. I'm whipping around in the whoa, whoa. I'm whipping round, whipping the Ford Focus, whipping my Ford Focus like hold up. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Ну зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. I'm whipping around in the whoa, whoa. I'm whipping round, whipping the Ford Focus, whipping my Ford Focus like, hold up. I don't need a Tesla, to me those are just too extra. Mama said hand-me-downs are special. Key ignition, gotta love the vessel. Pull up and they never see me, but the heads go up for a Lamborghini. And the driver's pulling women in bikinis, they just compensating for their teeny weenies. Shout out to all the Honda pilots, Subarus and Toyota Camrys. Every car you bought from your granny, put some shades on you like an outstanding. Jealousy when you in the vicinity? Okay. I don't like the car for the amenities. No way. Can't take the top off, never been a Kennedy, but when I'm rolling through I bet that all of you remember me. Woo! Paper, we ain't on the same page. I'll rip it out. I said, can you turn the music down? Come on, that is the best part. No! Ow! Literally, all you do is go on and on about your stupid Ford Focus. Hey, don't you dare bring up the Ford Focus. Oh my god, it looks like you picked it up with a damn This junkyard. is a sturdy, No! Why can't you just be like, hey, all-American vehicle. This is a nice car. It has character. 5 miles per hour. Hey, fine. But the Ford Focus is awesome. Such an anomaly, whipping in the commodity, and nobody's stopping me, and I look so nice. I'm such a prodigy, got a girl to the side of me, and she gave me lobotomy when I drive on by. At the speed limit, I'm safe, driver rewardable. Pay attention to all of the signs like a horoscope, so I don't get no ticket. I'm bringing up as a difference. I'm whipping around like I'm Kendrick, cause I be alright. I'm pulling up in the woo, woo. I'm pulling up in the oh yeah. I'm pulling up in the A. I'm pulling up in the woo. I'm whipping around in the whoa, whoa. I'm whipping round, whipping the Ford Focus, whipping my Ford Focus like, hold up. I'm pulling up in the woo, woo. I'm pulling up in the oh yeah. I'm pulling up in the A. I'm pulling up in the woo. I'm whipping around in the whoa, whoa. I'm whipping round, whipping the Ford Focus, whipping my Ford Focus like, hold up. Ну вот и все. Закончен первый проект, закончен первый выпуск. Мы опять на том же месте, возле апельсина, где мы прощаемся с нашим первым автомобилем. Я надеюсь, что в следующей серии вы уже увидите, как он найдет своего нового счастливого хозяина, который получит тачку своей мечты. Ну, а мы представим вам, надеюсь, уже новый проект, новый автомобиль, новый выпуск. До встречи!